Ужин с доставкой, израильская кухня. Мой женский взгляд. Но сначала песенка. Я хочу сегодня счастьем поделиться. Раздаю я по кусочкам, набери. Счастье к вам потоком, вереницей. Прямо в руки счастье с кем-то раздели. Подарите счастье, это так приятно. Все, что даете, вернется скоро к вам. Раздавайте счастье необъятно. Счастье делиться всегда напополам. Сегодня утром вы проснулись, так счастье заглянуло к вам. Вы к счастью, значит, прикоснулись. Готовы, значит, к чудесам. Сегодня у меня вечер без подвигов, без кастрюль, без вечного вопроса, что приготовить. И без ощущения, что я кому-то что-то должна на кухне. Сегодня у меня обычный ужин с доставкой. И честно, в этом тоже есть своя польза. Начнем обзор. Грибной киш. Теплый, вкусный, нежный. Этот вариант, когда ты действительно наедаешься и не ищешь потом что-нибудь еще. Лимонный киш более легкий, свежий, с приятной кислинкой. Доставка в Израиле – это про удобство и про заботу о себе. Заказал, открыл дверь, и у тебя уже нормальный ужин. Хороший пример, как можно разнообразить себе питание и не усложнять себе жизнь. Мне нравится, что в израильской кухне легко найти баланс. И сытно, и не тяжело. Я живу в Израиле давно и точно знаю, доставка здесь – это не лень и не каприз. Это нормальная часть жизни. Иногда полезнее спокойно поесть, чем стоять у плиты без сил, без настроения. Шаурма. Без нее никуда. Ну и куда в Израиле без шаурмы? Это не просто уличная еда, а привычный и понятный вариант ужина. В Израиле ее едят все, и после работы, и в выходной, потому что это быстро, вкусно, и если без фанатизма, вполне вписывается в обычное питание. После рабочего дня важно не только, что ты ешь, но и в каком состоянии ты это делаешь. Иногда полезно просто увидеть, что нормальный ужин – это не обязательно долго и сложно готовить. Фалафель, чипс, соленья и салаты. Фалафель и чипс хрустящие, горячие, свежие. А рядом соленья и салаты. В израильской кухне овощи – это не дополнение, а полноценная часть ужина. Много вкуса, много текстур. И каждый выбирает под себя. Это не строгая система питания, а живая, удобная еда для обычной жизни. Почему израильскую кухню так любят? Потому что она простая, очень простая, без лишних усложнений, ну и со вкусом. И здесь еда – это не диета и не запреты, а способ поддержать себя в течение дня. Показываю не излишества, а обычный вариант ужина, который реально используют в жизни. Когда на улице тепло почти круглый год, стоять у плиты по 2 часа совсем не хочется. А когда холодно, тем более. После работы здесь приятно отдыхать. И доставка – это не про слабость, а про понимание своих сил. Иногда полезнее заказать ужин, чем устать еще больше. И, конечно, десерт. Мороженое с глазурью на бисквитном печенье. Это небольшое удовольствие в конце дня. Тоже часть нормального отношения к еде. Вот такой сегодня ужин. Просто удобный и без лишней суеты. Шоколадные мишутки пригласили не на шутку сладких сахарных зайчат на веселый маскарад. Пусть это видео будет не только вкусным, но и полезным, как напоминание, что есть нормально и спокойно – это тоже забота о здоровье.
Будьте здоровы! Я не прощаюсь с вами. До новых встреч. Пусть это видео напомнит, что поесть нормально, тоже забота о здоровье. Иногда полезно просто увидеть, как можно накормить себя без лишней суеты. Пусть это видео будет не только вкусным, но и полезным, как напоминание, что забота о себе начинается с еды. Такой ужин – это нормальная часть питания, а не вредная привычка. Всем шалом, до новых встреч!